Всем привет! Сегодня я покажу, как приготовить классическое итальянское тесто для пиццы. Вкусный и простой рецепт дрожжевого теста, который подойдет для любой пиццы и очень легко и просто приготовить. И я покажу, как приготовить два варианта пиццы из этого теста. Пиццу 4 сыра и вторую пиццу с хамоном серрано, инжирным джемом и рукколой. И получится две большие пиццы 30 см в диаметре или 4 пиццы поменьше. Для приготовления теста нам понадобится 500 грамм муки, ее нужно просеять. 300 мл теплой воды наливаем в миску и растворяем в ней 12,5 граммов свежих дрожжей. В большую емкость высыпаем муку, делаем углубление в центре и заливаем растворенные дрожжи. Слегка все перемешиваем, чтобы ингредиенты соединились. Затем добавляем 3 столовые ложки оливкового масла. Немного перемешаем. И, наконец, добавим 10 граммов соли. Именно под конец соль добавляем потому, чтобы не было прямого контакта с дрожжами, что плохо влияет на их ферментацию. Из миски перекладываем тесто на слегка присыпанный мукой стол. Вымешиваем тесто 10 минут до однородного гладкого состояния. Вначале тесто будет немного липким, может понадобиться чуть больше муки, но тесто не должно быть очень плотным. В конце замеса тесто должно отставать от рук и от стенок посуды. Из готового теста формируем шар, перекладываем в большую миску, присыпанную мукой, накрываем полотенцем, чтобы тесто дышало, и оставляем его на 1 час в теплом месте, без сквозняков и перепада температур. Тесто должно увеличиться в объеме в 2 раза. По истечении этого времени выкладываем тесто на слегка присыпанную мукой доску. Тесто разделяем на 2 или на 4 равные части. Я делю на 4. На 4 пиццы примерно 20-22 см в диаметре. И можно собирать любую пиццу. И ставим нагреваться духовку до 200 градусов, а также нагреваем противень. Для 2 маленьких или 1 большой пиццы 4 сыра понадобится 4 столовые ложки пармезана. Его нужно натереть на мелкой терке. 40 грамм сыра горгонзола, 50 грамм фонтины и 50 грамм моцареллы. Сыр фонтина можно заменить на любой другой сыр, который есть в наличии. Горгонзола придает этой пицце особый вкус и аромат, но если ее нет, то можно использовать голубой сыр. Понадобится немного черного перца и щепотка соли по необходимости. На кусочек пергамента капаем немного оливкового масла и растираем. Основу для пиццы растягиваем руками или раскатываем скалкой. Формируем ровный круг, и у меня пицца получается тонкая. Можно сделать немного потолще. Также можно сделать утолщенный бортик пиццы. Измельчаем и распределяем сыр моцарелла по основе. Немного зачищаем край и тоже измельчаем ножом или просто руками на маленькие кусочки и раскладываем горгонзолу. И затем посыпаем натертыми твердыми сырами, пармезаном, фонтиной, сбрызгиваем оливковым маслом, посыпаем немного перцем, кладем на горячий противень и ставим выпекаться в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 18-20 минут. И вот такая получается готовая пицца. Она хрустящая, очень ароматная и вкусная пицца 4 сыра. Всем рекомендую приготовить такую пиццу. И приготовим второй вид пиццы с хамоном серрано, рукколой
и инжирным джемом. Нам нужно на основу намазать джем из инжира, разложить моцареллу и кусочки хамона. И хамон и сыры нам понадобятся в равных количествах, по 50 грамм на 2 небольшие пиццы. Посыпаем натертым пармезаном и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, на горячий противень на 18-20 минут. И уже на готовую пиццу кладем рукколу и грецкие орехи. Сверху можно сбрызнуть оливковым маслом. И вот такая пицца с хамоном, рукколой и инжирным джемом у нас получается. Пицца очень вкусная, и надеюсь, что гурманам она понравится. Всем приятного аппетита! Надеюсь, что вам понравится рецепт и варианты приготовления пиццы. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и до следующих видео. Пока!